Сяо Янь прибыл в святой город Гу, откуда открывается путь в скрытое царство Гу. Здесь его встретил Лин Цюань. А чуть позже Сяо Янь сразился с третьим командиром Ян Хао и победил его. Он уже на 5-й звезде почтенного воина. Его соперники будут все сильнее. Например, генерал Гу Яо на 8-й звезде почтенного воина. В клане Гу Сяо Яня ждет множество интересных событий. Например, встреча с большинством древних кланов. Сяо Янь впервые увидел представителей клана Яо, откуда изгнали его учителя Яо Лао. А еще люди из клана Хун. 3 фигур в черных мантиях. Сяо Янь никак не ожидал встретить здесь людей из Зала Душ. Кроме того, Хун Я сообщил, что он потомок того самого эксперта, что ранил Сяо Сюаня в прошлом, 1000 лет назад. Вот так встреча. 2 потомка вражеских кланов в одном месте. Сяо Янь пообещал отплатить этому Хун Я в небесной гробнице. Также его очень заинтересовал клан Ян, где хранятся 4 вида небесного пламени. Сяо Янь неожиданно почувствовал, как его небесное пламя заволновалось внутри тела. Он заметил женщину в розовом платье, на ее лбу горел символ огня – небесное пламя. Их взгляды противостояли в короткой схватке. Испуганное выражение мелькнуло на лице Сяо Яня. Поняв, насколько удивительной силой владеет женщина в красном, ее небесное пламя было необыкновенным и весьма сильным. Сяо Янь ничего не знал об этом клане Ян, кроме того, что по силе он не уступал тому же клану Гу. Ее зовут Худжи. Неужели ее пламя сильнее, чем пламя 3000 звезд Сяо Яня? Да, это так. Она обладает небесным красным лотосом, занимающим 7-е место в рейтинге. А ее, в свою очередь, очень заинтересовало слияние огней Сяо Яня. В целом, победив 3-го командира, Сяо Янь не сильно беспокоился о 8 командирах клана Гу. Однако 4 генерала – это другое дело. Именно они самые талантливые из молодежи и стремятся завоевать Гу Сюнэр. Итак, спустя 3 дня открылся проход во внутренний скрытый регион царства Гу. Сяо Янь вместе с Я Тяньхо, Цен Линь и Сяо Исянь направились в большую пространственную дверь. По пути Сяо Янь столкнулся со 2-м командиром по имени Лин Сю на 6-й звезде почтенного воина. Произошла небольшая стычка, в результате чего тот получил неслабый удар небесным пламенем. Оказавшись в царстве Гу, Сяо Янь ощутил мощную природную энергию. В небе проявилась огромная черная пространственная дверь. Вскоре из нее начали вылетать многочисленные фигуры людей. Это древний клан Гу. Мощная природная энергия была минимум в 2 раза выше, чем во внешнем мире. Это царство, которое может создать только элитный святой. Если кто-то здесь тренируется, его прогресс будет в 2 раза быстрее. Клан Гу не только благословлен в плане обучения таланту, но и обладает такой несравненной землей. Сяо Янь побольше узнал о небесной гробнице. Оказалось, что это было место захоронения древних экспертов, среди которых покоился и предок Сяо Яня Сяо Сюань. Одной из причин, по которой он прибыл сюда, было посещение могилы предка. Более того, небесная гробница была наполнена энергетическими отпечатками древних воинов, которые со временем обрели облик и силу живых существ. И если кто-то побеждал их, он мог поглотить их силу. Эти энергетические сущности были равны самым мощным пилюлям. Но самым удивительным было то, что внутри небесной гробницы время шло иначе. 5 дней внутри соответствовали лишь 1 дню во внешнем мире. Эта новость потрясла Сяо Яня. Небесная гробница открывалась лишь раз в 20 лет, а человек мог оставаться внутри не более 3 лет, что во внешнем мире составляло всего 6 месяцев. Кроме того, вход туда разрешался только членам 8 великих кланов. Несмотря на то, что клан Сяо давно пал, Сяо Янь, как его потомок, все равно имел на это право. Сяо Янь, наконец, увидел Сюнэр. Он решил, никто не сможет помешать нам быть вместе с Сюнэр, даже клан Гу. Сяо Янь улыбнулся, глядя в знакомые глаза. Услышав ее голос, он почувствовал, как что-то глубоко внутри него содрогнулось. Желание заключить ее в объятия вспыхнуло с небывалой силой. Но он сдержался и протянул руку, мягко потрепав ее по голове.
Все наблюдавшие были поражены. Обычно холодная и неприступная богиня клана Гу сейчас искренне улыбалась. Сюнер предложила Сяо Яню прогуляться вместе с ней. В ее глазах мелькнули воспоминания о детстве, когда они гуляли подобным образом. Она первой устремилась к горному хребту, а он последовал за ней. Таким образом, Сюнер открыто показывала всему клану Гу свою решимость, не оставляя сомнений в своих чувствах. Сяо Янь усмехнулся, готовый увидеть, насколько велик этот клан. Едва он ступил пару шагов, его острое духовное восприятие уловило десяток мощных взглядов. Пространство вокруг неожиданно сжалось, становясь твердым, словно камень. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, эти люди решили преподать ему урок. В следующую секунду взрыв бушующего пламени разорвал невидимые стены. Жаркие потоки прокатились по воздуху, заставляя наблюдателей внизу раскрыть глаза от удивления. Кто-то в толпе воскликнул, пораженный мощью небесного пламени. Барьеры, воздвигнутые силой 10 экспертов, рассыпались. Если они рассчитывали взять его голой силой без техник, то жестоко ошиблись. Внезапно голос Сюнер прозвучал ледяным упреком. Она резко осадила старейшин, обвиняя их в неуважении к гостю и в том, что они выставляют клан варварами. Но один из стариков начал оправдываться, мол, в течение многих лет они не встречали представителей клана Сяо, потому и решили проверить его на прочность. Сяо Янь всматривался в старика, ощущая его силу. Почтенный воин 8 звезд. Гу Сюнер знала, что такие вещи случатся, если он придет в клан Гу. Эти старейшины не могли сдержаться и попытались его испытать. Именно поэтому она когда-то уговорила его не спешить, а набраться сил. Хотя Сяо Янь уже победил нескольких молодых экспертов клана Гу, командиров Черной армии, этого было недостаточно, чтобы завоевать уважение старейшин. Ему предстояло сразиться с действительно выдающимся гением. В клане Гу было всего 4 таких человека, 4 генерала. Сяо Янь увидел старого знакомого и с улыбкой поклонился. Это был Лин Ин, что крайне удивился, как сильно Сяо Янь вырос за последние 10 лет. Затем Сюнер рассказала, что на следующий день состоится церемония взросления. Обычным гостям запрещено участвовать, но из-за уважения происхождения Сяо Яня и внимания со стороны клана Гу его наверняка попробуют втянуть в поединок. Согласно правилам, любой участник церемонии мог выбрать себе противника. Среди них был Гуяо, один из 4 генералов, обладатель выдающегося таланта и мощной родословной. Он был главным претендентом на звание нового короля Черной армии. Эти 4 генерала, молодые люди, находятся на уровне почтенного воина 8 звезд и выше. Полгода назад старейшины клана предложили Гуяо в качестве кандидата на союз с Сюнер, но она отказала ему, указав на Сяо Яня. Теперь Гуяо непременно вызовет его на бой, и если он проиграет, совет старейшин получит повод утверждать, что Сяо Янь недостоин находиться здесь. Однако, если он победит, даже самые влиятельные старейшины не смогут игнорировать этот факт. И эта битва станет решающей. Этот поединок между победой и поражением, между признанием и изгнанием. Сяо Янь не имеет права проиграть. Количество элитных экспертов в клане Гу действительно достигло довольно устрашающего значения. Почтенный воин это уже никого не удивляло. Он сам находился на 5-й звезде почтенного воина, когда прибыл в клан Гу. С метаморфозой пламени и техникой святого он вполне мог справиться с почтенным воином 7-й звезды. Однако практически все в клане Гу обладали божественной родословной. Генерал Гуяо являлся одним из самых талантливых юных гениев. Старейшины даже решили отдать ему Сюнер, но она отказалась из-за Сяо Яня. Очевидно, этот дьявольский генерал, как сказала Сюнер, представлял для него самую большую угрозу. Церемония началась. Могучий звук гонга разнесся над ареной. Прозвучал могущественный голос святого, это уровень истинного святого. Сяо Янь почувствовал давление, исходившее из глубины его души. Это был первый раз, когда он почувствовал истинного святого. На этой церемонии главным образом оценивался уровень родословной, силы, передающейся по крови, и на основе этого выдавалась особая метка – тату клана. Она бывает разного уровня, имеет реальную боевую ценность, может активироваться в критический момент и спасти жизнь.
Весь ритуал проходил на специальной арене, где трое старейшин вызывали участников по списку. Например, хорошо нам известный Лин Цюань на уровне почтенного воина первой звезды обладал 6-м рангом родословной, что уже довольно престижно. Ему выдали золотую тату, 3-й по силе уровень из 4 возможных. 10-й ранг родословной считается божественным, однако 1000 лет ни у кого не было подобного. Сяо Янь начал понимать, насколько древний и могущественный клан Гу. Гуяо, один из 4 генералов, обладал силой почтенного воина 8 звезд, а его родословная была 8-го ранга. Он практически сразу же бросил вызов Сяо Яню. Разрыв в силе между ними был 3 звезды, и по правилам тот, кто настолько превосходит другого эксперта в силе, не мог бросить ему вызов. Но Гуяо фактически поставил Сяо Яня перед выбором – сразиться или потерять уважение клана. И если же тот откажется, пусть уходит из царства Гу. Сюнэр попыталась вмешаться и остановить Гуяо, но старейшины сообщили, что формально Сяо Янь может отказаться. Однако в глазах клана это будет не просто отказ от поединка, а проявление слабости. Атмосфера накалилась. Все ждали, как поступит Сяо Янь. Он знал, что поединка не избежать. Это было неизбежным с того момента, как он вошел в царство Гу, и если бой все равно должен состояться, то пусть станет возможностью доказать свою силу, имя и право быть здесь. Сяо Янь не мог позволить себе отступить, даже если перед ним стоял один из сильнейших гениев клана Гу. Бой начался. Сяо Янь стал предельно серьезным. Он понимал, что перед ним противник, чья сила превосходит даже 9-го Тяньцзуна. Малейшая ошибка могла бы стоить ему жизни. Столкновение 2 сильных противников оказалось настолько мощным, что трещины пошли по самому пространству. Старейшины были вынуждены вмешаться, создав барьер, чтобы сдержать разрушение. На руке Сяо Яня остались царапины. Это было явным доказательством того, что в лобовом столкновении он уступал Гуяо, который находился на уровне почтенного воина 8 звезд, тогда как сам он был только на 5-й. Сяо Янь высвободил сразу 3 формы метаморфозы пламени, усиливая свою доу-ци. Арена вибрировала. Зрители не могли оторваться от происходящего. Затем Сяо Янь пошел в контратаку. Он выпустил огненный столб, линейку, раскалывающую горы. Гуяо встретил огонь ледяной техникой, при которой его рука покрылась таинственным белым льдом, однако именно в этот момент он и допустил ошибку. Скрытый внутри огня вращался 3-цветный пламенный лотос. Гуяо заметил его слишком поздно, когда он догадался, лотос уже летел на него. Сяо Янь активировал взрыв, и в небе разразилась гигантская огненная буря, заставившая дрожать даже барьер вокруг арены. Но хватило ли этого? Конечно, нет. Если бы Гуяо упал от одного удара, он бы никогда не получил титул одного из 4 генералов клана Гу. И действительно, через мгновение из бушующего огня вырвалась волна ледяной энергии. Внутри пламени кипела сила, что пыталась вырваться наружу. Вслед за этим послышался громкий крик, наполненный презрением. «Ты испытал множество трудностей, но что с того? Я обладаю родословной бога и изучаю истинные учения клана Гу. Мой уровень превосходит твой. Так что ты можешь противопоставить мне, потомок разрушенного клана Сяо?» Каким же жарким будет это противостояние! Сяо Янь призвал 4 вида небесного пламени, каждая из которых редчайшая в мире. Это поразило всех. Удивились даже те, кто знал силу небесного пламени. Кто-то восхищался, а кто-то желал завладеть его силой. Сяо Янь начал формировать древнюю и мощную технику доу-ци. Он был готов к серьезной схватке. Гуяо тоже не собирался отступать. В его теле начала накапливаться разрушительная энергия. Все шло к финальному столкновению. В итоге оба применили техники класса Тянь. У Сяо Яня эта техника выброса 5 колец, которая с 4 видами небесного пламени явила свою финальную форму и достигла класса Тянь. У Гуяо техника разрушения великого покоя. Сюнэр была хорошо знакома с данной техникой, потому что изучала ее сама. Гуяо был уверен, небесное пламя может и сильно, но техника доу-ци класса Тянь клана Гу сильнее. Аура уничтожение разнеслась повсюду. Ощущалось, словно бы всякая жизнь переставала существовать под техникой разрушения великого покоя.
Некоторые могущественные эксперты побледнели со словами «Сюнер откажется от своих слов только после твоей смерти, поэтому умри!» Атака направилась прямо к Сяо Яню. Ужасное столкновение напомнило обрушение метеорита. Весь горный хребет затрясся. Даже площадь, выстроенная из особого камня, не выдержала. Барьер арены начал рушиться. Трое старейшин клана Гу не выдержали. Им на помощь пришли еще двое старейшин, которые сумели стабилизировать барьер. Сяо Янь оказался в опасной ситуации. Его мощная техника выброса пламени 5 колец не смогла выдержать давление от разрушительной атаки Гуяо. Она разрушилась, а остатки пламени расплавили землю. Многие уже посчитали, что Сяо Янь обречен. Сюнер, не выдержав напряжения, уже хотела вмешаться, но Сяо Янь рванул вперед, явив лотос разрушения 4 видов небесного пламени. Произошел мощный взрыв. Атака Гуяо исчезла, но и Сяо Янь заплатил высокую цену. Его тело было изрезано, он был покрыт кровью. Когда лотос почти достиг груди Гуяо, вмешался крайне сильный старейшина клана Гу. Все буквально застыло в пространстве. Он просто взял рукой лотос Сяо Яня, и тот исчез без следов энергии. Вот так мощь! В итоге Сяо Янь не просто победил генерала, но и доказал, что достаточно силен даже для древнего клана Гу. Но на этом приключения Сяо Яня в клане не закончились. Его ждала небесная гробница. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!